Добрый день, меня зовут Александр. Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас какой август? 9, наверное, августа. Да, потому что понедельник должен быть 10. 9 августа, на календаре воскресенье. И воскресное утро, даже день уже приветствует нас жаркой погодой. Сегодня на улице где-то в районе 30-32 градусов жары. Дождя сегодня по прогнозу не должно быть. То есть еще пару дней вот такой жары будет. И затем похолодание передают. Поэтому как бы я рад, что жаркой погоде приходит конец, и настает наконец-то более прохладная погода. Сегодня я в ролике хотел рассказать про продолжение эпопеи с заказом шкафа себе. Вообще, в принципе, про эту индустрию, с чем столкнулся. В предыдущих роликах я уже рассказывал про то, что хочу купить новый шкаф, даже два шкафа. Один небольшой, маленький, 60 на 60 на 2,60 высотой, а другой шкаф, который будет возле кровати, там в спальне, 2,40 длиной, 2,60 высотой и 50 в глубину. Соответственно, искал разные варианты, я уже рассказывал, что там есть, можно через Limano Pro, онлайн-редакторы у них есть, но они не позволяют сильно прям по вашим размерам делать все. Они делают это из готовых комплектующих, которые есть у них, продаются. То есть готовые шкафы, они их просто компонуют так, чтобы попасть под ваши размеры. Соответственно, есть какой вариант еще. Есть разные мебельные фабрики у нас здесь. И вот я хотел на выходных съездить в такой центр торговый, где эти мебельные фабрики скомпонованы все. То есть можно походить там. Для того, чтобы тактильно понять вообще, что нужно, какие фасады, какие ручки, какие... какая вот эта вся штука, в принципе. Потому что когда ты в интернете смотришь, да, оно все красиво. А как оно функционально открывается, как оно, в принципе, все это выглядит. Короче, съездили, посмотрели. И, в принципе, хотели, увидели то, что хотели, какие ручки. Выбрали ручки просто вот эти, которые изначально я думал, что они неудобные, вот эти просто металлические пластинки, вот эти изогнутые, про которые я рассказывал, что они выглядят как хрень и будут неудобные. На самом деле оказались очень удобные и практичные. Но фишка в другом, что те мебельные фабрики, которые представлены в этом торговом центре, они не делают мебель на заказ, то есть по размерам. Они тоже работают с какими-то фабриками из других городов, там из Пензы, еще откуда-то. А с нашими местными фабриками почему-то не работают. Либо в Омске нет мебельного производства, хотя по идее должно быть. Либо какой-то, я не знаю, сговор или как это понять. Вот. Соответственно, обошли там два мебельных вот этих вот представительства, которые представляют заводы различные. Они сказали, что по заказам, по размерам не делают. И потом пошли в третий. И там нас, соответственно, сказали, что можем сделать. Давайте размеры. Мы сели и в онлайн 3D редакторе там все это скомпоновали. То есть они
тоже сказали, что прям полностью по размерам они как бы не смогут, но с коррекция там 15% туда-сюда их готовых изделий возможно. То есть мы скомпоновали все это. Посмотрели. И в принципе они сказали, что могут сделать. Но ценник, который они насчитали, получился больше 180 тысяч. То есть, чтобы вы понимали, шкаф длиной 2 метра 40 сантиметров, высотой 2 метра 60 сантиметров и глубиной 50 сантиметров в 180 тысяч бы обошелся. И я бы еще понял, если бы это была чисто полностью ручная работа, то есть когда тебе непосредственно там все под твои размеры будут делать, я бы еще понял, да, такую цену, но когда это просто будет завод изготавливать готовые какие-то изделия, мне кажется, это слишком дофига. И эта фирма московская, то есть это будет московский завод мебели, то есть заказ отправляют из Омска в Москву, там на заводе, на фабрике они делают это, и потом нам сюда доставкой доставляют. Что мешает это делать в Омске, непонятно. То есть вся компоновка цены, то есть ценообразование 100% будет складываться из зарплат менеджеров, этих передаточных звеньев. И я не верю, что столько стоит обычный шкаф из ДСПшек. Слишком какая-то нереальная цена. Ну, то есть напишите в комментариях, что вы думаете. Адекватная эта цена или неадекватная, или просто надо много зарабатывать, чтобы такие вещи покупать. И, соответственно, мы распечатали. Я попросил распечатать смету эту, ну, чертеж сам 3D, какие артикулы там. И сказал, что подумаю. Ну и, соответственно, напишем, если определимся. Потому что 180 тысяч это прям очень дорого. И я решил вспомнить про третий вариант, который я думал. Через знакомого выйти напрямую на частников, которые изготавливают мебель. Но у них, правда, очередь там. Ну, на заводах тоже, скорее всего, очередь из заказов. И узнать конкретно, сколько будет стоить, если частники в гаражах будут делать такую мебель. Потому что у меня знакомый делал себе стол длиной 2,30, по-моему. Толщина столешницы 4 сантиметра. Вот такой массивный, хороший стол. Он обошелся ему в 23 тысячи. Но это было года 3 назад, наверное, он делал. И типа как знакомый мне сказал, что этот мастер, он не будет, как говорится, с дешевыми заказами возиться. То есть у него там все нормально в плане работы. То есть работы много, и поэтому он за дешевые заказы не берется. Ну вот я думаю узнать, сколько будет стоить. То есть сейчас хотим сами начертить этот чертеж шкафа, чтобы было удобно, было о чем разговаривать сразу. То есть человеку показываешь, мастеру там на заводе куда-то, что вот такой чертеж, вот такие нам нужны полки, вот такая. Чтобы и им время экономить, и нам как бы был объект разговора, о чем разговаривать. И, соответственно, этот чертеж скинуть уже самому мастеру непосредственно, чтобы он сказал, сколько будет примерно цена это стоить. Еще просто один из вариантов есть, если не с мастером делать, то вроде как в Дубльгисе в Омске находятся по поиску мебельные фабрики. И, соответственно, просто прийти к ним напрямую и разговаривать уже там напрямую с менеджером
с дизайнером, который это делает. Потому что я знаю, что такая возможность есть, но почему-то мы сразу про нее не подумали. Или вернее, я про нее не подумал. То есть просто тупо прийти напрямую. И там же сразу же, где и делают в соседнем цехе, тут же на месте, соответственно, и делает расчет полный. И это явно будет дешевле, чем заказывать через какие-то салоны, торговые центры, где стоимость аренды включена в стоимость конечную кухни или шкафа, там, что вы там хотите сделать. Соответственно, как бы попробуем так. Сначала выйдем на контакт с мастером, потому что знакомый сказал, что у мастера заказы пока что заняты до середины сентября. И потом, типа, он может в очередь поставить заказ на изготовление. Поэтому сейчас подготовим чертеж и отправим ему на, так сказать, на ревью, чтобы он сказал, что можно. Потому что мы уже увидели, какие фасады нам нужны, какой цвет примерно. Ручки мы узнали, какой артикул, в принципе. Я сфоткал даже, то есть можно по фоткам там поискать будет. И таким образом, как бы, конструктив-то мы уже посмотрели, примерно поняли, какая компоновка шкафов. То есть слева будет шкаф из вот этого большого шкафа, который 2,40. Он будет состоять из 3 мини-шкафов. Один шириной метр, самый левый. И 2 шкафа будет по 70 сантиметров. Вот. Соответственно, как бы такой пока расклад. Самый левый шкаф будет, который 100 сантиметров шириной. Он будет для зимних вещей, то есть он будет без всяких полок, там будет просто перекладина, на которую будет вешаться вещи, то есть плечики там и так далее. А крайне правый, который 70 сантиметров шириной, там будут сделаны ячейки, как полочки такие, для того, чтобы там разные футболки, не знаю, разные мелкие вещи складывать. Центральный шкаф будет состоять из 2 частей, то есть верхняя часть 2 двери, 35 сантиметров каждая из них, а снизу будут выдвижные ящики, которые не будут закрываться дверьми фасада. То есть напрямую будут вытаскиваться там. Туда тоже можно будет всякие вещи складывать. Ну, пока как бы такая идея. Посмотрим, что мастер скажет. Но раз завод сказал, что это можно реализовать, то я думаю, уж частному мастеру, который вообще все что угодно может сделать за ваши деньги, и подавно это сможет сделать. Пока что думаем, скорее всего, проверить вообще, как это будет все работать на маленьком шкафе, который я хочу, который будет 60 на 60 и на 2,60 высотой. Если все тип-топ и мастер сделает все круто, ну, соответственно, заказывать уже большой шкаф. Чтобы все получилось. Вот такая вот эпопея. Такая вот история. Делитесь в комментариях, как вы делали шкафы. Заказывали напрямую на заводе или через мастеров, или... Сейчас у нас тут на районе в окнах музыканты музыку включают. Пришлось на паузу поставить, чтобы YouTube не забанил по правам. Ну, соответственно, пишите, да, в комментариях, что думаете по такому нашему выбору. Как мы хотим шкаф делать. Расскажите ваши истории, где заказывали, с какими подводными камнями столкнулись, что вообще думаете по этому поводу. Жду ваши комментарии. Также ставьте колокольчик, чтобы уведомления приходили о новых видео. Ну и самое главное, делитесь с друзьями, со знакомыми роликами, чтобы как можно больше людей подписалось, если им интересно будет.
Спасибо еще раз за просмотр роликов. До скорой встречи, друзья. До свидания.